Друзья, всем привет! У меня в руках орхидея Монтерей. Это мультифлора. В варианте цветения бабочка. В одном из предыдущих видео мы отсоединили от этой орхидеи детку, которая родилась в прошлом году на вот этом вот цветоносе. Кто не видел видео, обязательно посмотрите. Я ссылочку в верхнем правом углу оставлю. Можно пройти и посмотреть, как мы отсоединяли детку от этой орхидеи и, собственно говоря, как мы ее пересаживали. А вот сегодня дошла очередь до мамаши. Она в магазинной посадке. Вот такая вот красотка с камнем на одном краю горшка. Этот камень удерживал как противовес вот такую конструкцию с деточкой, которая имела свой горшок на палочке, которые поддерживают цветонос. И вот сегодня дошла очередь, и я предлагаю вместе со мной достать эту орхидею, посмотреть, что там с корнями, почистить и по возможности, если там все у нас нормально, мы сделаем пересадку. А у нас там не особо все нормально, потому что есть гнилые корни, еще они были у этой орхидеи. После покупки в магазине, когда я покупал эту орхидею в прошлом году, по-моему, на мартовские праздники, на весенние праздники, и у этой орхидеи с корнями было очень и очень плохо. И вот за этот чуть больше полтора года орхидея успела, находясь вот в этом вот магазинном горшке, нарастить уже новые, но пора чистить и убирать старые, потому что старые гниют, и грунт, и вот этот процесс гниения привлекает различных насекомых, вредителей, которые питаются не вредителей, а просто насекомых, которые питаются разлагающейся органикой. Но эти насекомые несут тоже вред, потому что, перемещаясь по растению, они на своих лапках переносят вирусы, переносят бактерии, которые, попадая в поры, в устицы на самой орхидее, начинают развиваться и перерастать в гнили. Поэтому, чтобы этого не допускать, нужно эту орхидеечку почистить. Там накопилось много ненужного. Ну что, поехали. Так, вот она, наша красотка. Вот такая вот. Все это время она у нас находилась вот в таком вот кашпо с камушком. Вот такой камушек, друзья. Смотрите, какая прелесть. Тяжеленький. Вот. Так, убираем в сторонку его. Достаем саму орхидею из кашпо. Кашпо нам пока не нужно. Вот. Значит, сразу хочу сказать, что при пересадке этой орхидеи я буду, использовать органический грунт и делать посадку, при которой будет очень-очень удобно ухаживать за этой орхидеей именно в плане полива, причем быстрого полива. И сегодня у нас в пересадке этой орхидеи не будет мха сфагнума, не будет, да, потому что не все хотят дружить с мхом сфагнумом, это и понятно. Но сегодня будут простые ингредиенты и, на мой взгляд, тоже не менее эффективные. Так, что, давайте посмотрим, что у нас тут. Вот такая вот картина. Значит, мы видим здесь у нас осмокот присутствует. Видите, у орхидеи при посадке, применяли осмокот. Вот такие вот желтенькие вот такие, видите, горошинки, похожие на пшенку, но только раза, наверное, в 3-4 размером побольше. Это, удобрения пролонгированного действия. Они уже, наверное, эти удобрения уже, наверное, мы будем доставать, я вам покажу. Оно, наверное, уже все вымылось. Что это за удобрение, друзья? Это удобрение, оно имеет только внутри в себя питательный раствор, а снаружи, друзья, это просто оболочка. Вот я сейчас раздавлю, и там в ней уже может быть ничего не быть. Да, она пустая, видите?
сухая, то есть здесь уже ничего нету. Все удобрение уже вымылось при поливе. Смачивается водой эти гранулы, проникает внутрь и вымывает питательные вещества. И вот так раз за разом вот это удобрение, оно рассчитано от 3 месяцев до года действия. Ну, разные есть варианты этого осмокота на 3, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев. Ну и, собственно говоря, для цветения, для роста, в общем, вот такое вот. В нашем случае этот осмокот уже не несет никакой полезности. Вот. Ну вот и цена, кстати, у него тоже сейчас такая, знаете, не демократическая. Так, ну что, смотрим, что у нас здесь внизу мешает, ничего не мешает. Бирочку мы достаем, убираем в сторонку. Это у нас к палочке прикреплялась прищепочка. Ну что, вытягиваем ее отсюда. Вытягиваем. То есть вот это корни, друзья, хочу сказать, они уже наросли. То есть этих корней не было при покупке. У этой орхидеи, по большому счету, совсем гнилушки вот здесь были, ну и 1-2 корешка. То есть вот это все, это наросло за время ее нахождения у нас дома после покупки. Недавно прям совсем я поливал эту орхидею, прям хорошо замачивал, чтобы вот эти корни, которые наросли, они, ну, скажем так, отлепились, потому что она прям очень плотно их, видите, зарастила корнями. Вот, обрастила низ горшка. Вот здесь прям очень. О, все, отлипло. И вот, вот так вот, видите, как хорошо. Как хорошо. Отлипло все безболезненно. Вот. Замачивал, друзья, 2 дня. Низ вот этот вот, он практически 2 дня находился в воде у меня. Вот так вот. В воде, то есть намачивалось. Вот он, осмокот. Не путайте, не пугайтесь, друзья. Это не личинки, не какая-то там живность. Нет, это не грибок, это осмокот. Удобрение пролонгированного действия. Иногда, когда он еще действует, нажав на него, в нем может находиться жидкость. И некоторые новички пугаются этого, когда достанут такую, раздавят ее, оттуда жидкость, все, им кажется, что это все беда. Вот, какие-то личинки. Нет, это осмокот. Так, что у нас здесь за грунт такой? Посмотрим. Так, я поближе вам, чтобы вы все видели. Такая у нас макушка, как ананас. Вот. Ну что, давайте расковыривать это все как-то. Такие заросли у нас корневые, и при этом с прошлого, с магазинного у нас горшка очень много, видите, сухих корней. Так, вот это что у нас здесь? Вот. Тоже сухой, видите? Сухая оболочка, уже внутри ничего нету. Прям щепоть бросили, смотрите. Вот, и внутри. Да прям немало бросили. Ага, есть у нас присутствует горшочек торфяной. Я вот так потихонечку. Ага, грунт у нас вот здесь, видите, грибница. Видите? Хотя нет, это, наверное, может быть не грибница. Знаете, это что? Это, может быть, сюда подсыпали цион. Вот, то есть здесь все. И цион, по всей вероятности, вот этот вот белый, и осмокот. И в итоге орхидея, пытаясь выжить, выдала детку от всех этих добавок. Вот. Ну, может быть, и есть смысл добавлять все эти новомодные приблуды. Так. Вот у нас испорченный корень. Так, ну вот так вот, друзья. И причем, смотрите, вся вот эта вот, значит, корневая система, что показательно, она, наоборот, пошла в рост в противоположную сторону от того места, где был цион, да, ну, вполне вероятно, это цион. Видите, и где был осмокот.
То есть в этом месте корни, видите, погибли. Я не хочу комментировать это, но вот видите, там, где осмокот, пучок был, скопление, здесь корни приказали долго жить. А вот с обратной стороны, смотрите, как все бурненько. Вот. Так, ну что, давайте подчищать то, что нам мешает. Вот это, да? Так, вот это корень хороший. Мы сейчас только сухари удалим, а потом будем смотреть, что дальше. Вот, удаляю сухари, чтобы они нам не мешали зачищать орхидею. Вот. Так, друзья, ну, я понял ваши комментарии по поводу того, что мы сменили формат и стал снимать вот с такого ракурса. Вот. Что большинство из вас оценили такой формат съемки. Вот. Ну, мне тоже так как бы удобнее. Тоже самому все, руки свободны, и я вижу, и не надо мне мучиться, подстраиваться. Так, это тоже все я снимаю. Есть и вот такие вот корни. Так. Да, корней достаточно у орхидеи. Вот. Орхидея такая прям хорошо нарастила за эти 1,5 года. Ну, чуть больше, чем 1,5 года. Так, теперь бы вот этот вот нам как-то аккуратно вытащить. Вот этот вот. Вот я вам сейчас покажу его. Я думаю, вы увидите. Вот он. Вот этот вот торфяной горшочек. Я его вот так вот сдавливаю. Надавливаю на него. И он, видите, какой намочился тоже сильно, хорошо. И он, видите, крошится. Да, Мася. Она мне поддакивает там под столом, как всегда. Митька рядом на соседнем стуле. В общем, все у них под контролем. Так, вытаскиваю. Она хорошо, этот торфяной стакан, он из 2 половинок состоит. Вот. Так, все. Вот, удалил. Так, теперь срезаю, друзья, все корни, которые... Так, удаляем вот так вот все. Вот. Я в сторонку, чтобы на контрасте было видно вам все, что тут у нас. Вот. Ну все, теперь я вот это вот отсюда вот все зачищаю. Беру, удаляю кусочки торфяного стакана из пазух. Пальцами я туда уже не пролезу. Вот. Аккуратненько все. Ну, друзья, опять же, без фанатизма, так, чтобы, знаете, не рвать, не ломать корни. Вот, вот так вот. Где отрывается, там убираем. Вот. Так, ну и, значит, что у нас тут? Корни, которые сверху уже попортились, а снизу где-то там приклеились. Так, вот это тоже удаляю. Вот это все, смотрите. Расчищаем ей бок. Так. Некоторые корни прям сразу сами отрываются, настолько они уже из-под низа, вот эти корешки тоже. Видите, остались эти одни ниточки. Тоже удаляем. Так. Смотрим с другой стороны. Вот. Так. Воздушный корень нам вот этот не нужен. Как и вот этот листик тоже. Вот, я его удаляю, этот листик.
И вот этот корень. Он здесь как собаки пятая лапа. Вот так я его. Так, вот этот корень тоже удаляю. Почему? Потому что он, видите, вверху весь испорченный. Снизу вроде бы хороший, но вверху он весь уже все. Вон он. Так, здесь у орхидеи достаточно таких своих корней хороших. Вот новые растут из пазух. Видите, вот эти. Так, вот эти листики я оставлю, не буду снимать их. Вот. А вот низ орхидеи я немножечко вот этот вот подрежу, низ, снизу. Вот. Вот эти вот сопельки. Вот эти вот. Вот, видите? Нижние. Вот здесь. Чтобы они не мешали. Вот. Все. Снизу вот она, кочерышка наша. Ну и, собственно говоря, все. Вот немножко. Вот так. Больше ничего срезать не буду. Там, где что-то где-то и подпорчено, ну, пускай остается, потому что в основной своей массе корни очень даже неплохие здесь. Вот здесь я не буду ничего распутывать. Вот как есть, так и есть. Вот, потому что сейчас распутывать, это повредится веломен, попортятся корни. А попорченный веломен, он уже, друзья, не восстанавливается. Вот. Он заново не нарастает. Он не зарубцовывается. Он все. Если его попортить, он все. Там корень уже будет портиться. Вот. Поэтому вот как есть, вот так вот. Вот так вот я оставляю. Единственное, что я сейчас смою немножко. Вот так. Ага. Вот так. Ну и, собственно, саму орхидею сейчас сполосну. Вот так. Все. Значит, поставлю пока отдыхать вот сюда. Вот. А мы с вами будем готовить грунт, в который ее будем сажать, и горшок. Значит, изначально, друзья, я хотел эту орхидею посадить в кашпо, вот в это вот, но подумал, что у нас достаточно много посадок в кашпо, а основная масса зрителей нашего канала боятся сажать закрытую систему. Поэтому решил посадить ее в классический горшок, в доступный горшок. А вот такой вот, который продаются во всех магазинах. Вот. И самый бюджетный, самый, наверное, дешевый. Вот у нас он в магазине, по-моему, около 40 рублей стоит вот этот вот горшочек. Может быть, дешевле даже. Но, значит, вот этот вот весь объем корней, вот, он слишком велик для этого горшка. Вот, поэтому я возьму вот такого размера горшок. Это на размер больше. Вот это вот стандартный, такой, в котором продаются цветущие орхидеи. Видите, они одинаковые. По-моему, 850 миллилитров. А это следующий размер. Вот он как раз-таки прям самое то. Смотрите, по объему. Прям вот самое то. О, вот так вот, да. О, прям хорошо заходит. И, то есть горшок должен быть палец-полтора вокруг пучка. Вокруг пучка корней. Вот пучок корней есть. Вот палец-полтора до стенок. Вот так вот. До стенок горшка. Вот это вот оптимальный размер очередной для посадки. Так, значит, пускай пока орхидеечка у нас здесь стоит. А я, значит, покажу, в какие компоненты мы будем с вами сажать. Вот. Это у нас с корней стекает. Вот. С корней. Так, ну что? Значит, во что? Первый ингредиент — это кора, друзья, да. Уже самая обычная, самая простая сосновая кора. Вот такая вот средней фракции. Вот. Вот такая вот она объемненькая. Вот. И второй ингредиент — это
Это, друзья, кокосовые чипсы. Сейчас они доступны, сейчас они продаются в магазинах, в группах, их можно купить. Очень много где в продаже имеются. Раньше это было, скажем так, каким-то дефицитом. Сейчас это доступно. Тем более у нас на территории нашей страны. Вот. И, значит, в сочетании вот, кокосовые чипсы и кора сделаем посадочку. Смешивать буду стараться 1 к 1. Я уже в одном из видео рассказывал, в чем, как сказать, ну, для меня удобство посадки такого грунта в том, что поливать очень удобно, прям очень удобно. Это один из моментов, когда беру орхидеи. Вот я буквально несколько дней назад поливал орхидеи и поливал, значит, все те орхидеи, которые мы чуть раньше, чуть позже сажали вот именно в грунт с использованием кокосовых чипсов. И как я поливал, друзья, я уже несколько раз делаю так, и, в общем, все нормально. Вот емкость с водой и, допустим, в горшке посажена орхидея с корой и кокосовыми чипсами. Я просто вот так опустил и поднял. Дождался, пока опустил, вода внутрь зашла, поднял, она стекла, все, поставил. И вот за этот короткий промежуток времени, буквально несколько секунд, опустил, достал, поставил, все. Успевает грунт в горшке впитать как минимум воды на 10 дней. Ну, в моем случае, в моих условиях, как минимум на 10 дней. То есть на 10-2 недели. Ну, это вот в такой вне жаркий период, в умеренный, потому что я все-таки в Волгограде живу. Сухой, жаркий климат. Поэтому кто-то раз в месяц поливает, да, живя в центральной России, там, в Москве, в Санкт-Петербурге, я поливаю самый короткий промежуток раз в неделю летом. Это зимой раз в 2 недели, а вот летом раз в неделю приходится поливать, быстро просыхает. И вот такой грунт, он очень оптимален в том плане, что он хорошо достаточно удерживает воды. Вот, состоит наполовину из кокосовых чипсов, которые не подвержены разложению и гниению, да, вот, которые между кусочками коры создают такую, знаете, влагоудерживающую какую-то такую атмосферу. Вот. Ну и плюс меньше подвержены гниению. Вот такой вот грунт, смотрите, вот, 50 на 50. Что, нам хватит его? Ну ладно, не хватит, еще забодяжу. Так, ну вот, ну что, без дренажного слоя, прям вот как есть, так и есть, буду сажать. И мы уже сажали в такой грунт и даже в закрытую систему. Вот, сажали орхидею в подобный грунт. Я вам даже сейчас покажу, как выглядит орхидея. Одну секунду, друзья, мне надо достать ее, потому что это у нас такой, я вспомнил, это экспромт, вот, это экспромт. Вот, и, значит, вот она, это орхидея, посмотрите, вот она. Вот, здесь тоже у нас кора и кокосовые чипсы, без дренажного слоя. Вот, и вот смотрите, как себя чувствует эта орхидея. Вот так вот. Вот. Видите, выпускают новый цветонос. Это Golden Dawn орхидея. 2 цветоноса. Вот новые. Прошлое цветение у нее было 4 цветоноса. 1, 2, 3, 4. И сейчас 2. Вот. Ну, я потом еще отдельно покажу эту орхидею. Она у нас в другом проекте участвует. Вот он, Golden Dawn, бабочка. Вот. Вот, поэтому у нас, как говорится, опыт есть. Это закрытая система. А здесь у нас с дренажными отверстиями. Поэтому я не думаю, что у нас возникнут какие-то проблемы. Вот так вот мы ее сейчас
Поставим эту монтерейку. Вот так вот. Усадим ее чуть-чуть поглубже. Вот. Все. И начнем напихивать грунт. Так, вот он, этот цветонос. Вот, сразу не надо удалять, друзья. Лучше оставлять цветоносы, вот, чтобы за них держать. Очень удобно, очень удобно. Вот, все. Начинаем набрасывать. Так. Значит, по поводу того, что кто-то может сказать, что ты ее ничем не обработал. Вот, антигрибковым. Еще там каким-то средством. Друзья, но это мы можем сделать. Сейчас обрабатывать нет смысла, потому что орхидея у меня 2 дня замачивалась в воде. Вот. И любая обработка, связанная вот антибактериальная, там антигрибковая, против насекомых, в том числе вредителей, она не принесет должного результата, потому что вода, орхидея сейчас напитана максимально водой. Чтобы был эффект, нужно подождать, чтобы немножко подсохло. Поэтому все обработки, какие-то профилактические, я буду делать через несколько дней, когда эта орхидея подсохнет. Потому что сейчас она не готова воспринимать, впитывать. Вот. И это я постоянно об этом говорю. Так. Вот так вот. Монтерейчик у нас, бабочка получит свой большой персональный домик. Вот. Мультифлора. Роскошного, пышного цветения. Прям, кто помнит, она цвела такими большой такой гроздью виноградной. Очень роскошно это было. Так, нам надо к серединке это делать все. Вот так вот, раз. С этого края подбрасываю, чтобы она... Так. Так. Можно вот так вот листья взять, чтобы они не мешали. И вот так, раз. Так, да. Да, иногда пальцем удобнее. Вот. Так, все, орхидея начинает проявлять устойчивость. Видите, уже стоит. Так, кстати, сверху можно уже просто кору. Вот. Ну, я добавлю все равно чипсов немножко, потому что буду иногда сверху проливать, если воздушные корни появятся у орхидеи, чтобы кокосовые чипсы улавливали воду и удерживали ее сверху. Вот так вот. Вот. Есть. Во все воздушные пазухи. Туда под основание. Вот.
Так, ну когда она просохнет, я продую ей пазухи вот эти вот обязательно от этого торфа, потому что не только здесь кокосовые чипсы, но еще, видите, такие маленькие кусочки кокосового торфа, частички. Так. Все, друзья, значит, вот такая вот получается у нас посадка. Вот. Через какое-то время орхидея нарастит корни, и эти корни внутри закрепятся. Вот. Но чем интересна вот эта посадка именно в эти ингредиенты, то что поливать очень удобно. Я еще раз говорю, то есть вот такая емкость с водой, просто в емкость эту опускаю, вот, буквально несколько секунд жду, когда вода заполнит внутри объем горшка, и достаю. И этого времени достаточно, чтобы орхидея... У нас корень один протиснулся наружу. Вот. Это достаточно времени, чтобы орхидея ухватила, точнее грунт ухватил максимальное количество воды. Вот. Немножко нам надо орхидею вот сюда подложить. Грунт такой, знаете, он легкий и рыхлый. Вот. И орхидея без еще выросших корней здесь, она еще это. Поэтому, конечно, можно вставить палочку и на какое-то время, пока не нарастут новые корни, зафиксировать ее, ну, чтобы она не заваливалась. Ну все, но у нас вроде не заваливается, да? Вот так вот бирочку ставим. Вот так называется эта орхидея. С какой стороны? Вот с этой. Ставим. Оп. Монтерей. Вот. И по сравнению вот две одинаковых посадки. Одна в закрытой системе. Вот она, закрытая система. А вот у нас полузакрытая система. Вот. Один и тот же грунт. И один и тот же метод посадки. Все, друзья. Всем хорошего настроения. Всем добра, здоровья. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.